начинается реализация этих идей, и она сразу наталкивается на целый ряд проблем. Для начала банковские служащие отвечают на попытку национализации банков саботажем. Причем саботаж такой вот буквальный, когда они закрывают сейфы, прячут ключи и сами разбегаются. Либо они пытаются не пускать в банк комиссара. Комиссар говорит, что я не бандит с большой дороги, я, значит, представитель там нового советского правительства. Ему отвечают, что, слушай, вот 17-й год, у нас мы этих правительств видели за год очень много, вот, а банк один, поэтому гуляй отсюда. Не намногим лучше обстоит ситуация с национализацией предприятий, потому что приходят рабочие к директору предприятия и говорят: слушай, есть декрет о рабочем контроле, рассказывай нам, дорогой, что ты тут делаешь и зачем. А он говорит: ребят, поехал-ка я в Ниццу. Значит, что-то мне не нравятся ваши инициативы. Значит, останавливаю я предприятие, гасите печи, закрывайте все. Я даже не буду пытаться забрать это все с собой. Просто вот живите тут как хотите. Вот, предприятия начинают останавливаться. И национализация переходит в такой карательный формат. То есть мы национализируем не то, что мы собирались национализировать раньше, а мы национализируем явочным порядком, когда у нас прежние хозяева сбежали. Либо, если у нас прежний хозяев там выгоняет рабочих, то есть сразу получается с банками как бы денег у нас меньше, чем мы надеялись, а предприятий, которые мы должны содержать, у нас гораздо больше, чем мы надеялись. Мы не собирались национализировать такую тучу предприятий, но мы вынуждены это делать, потому что прежние владельцы просто отказываются вести деятельность. А что такое закрыть предприятие? Это значит, кто-то останется без товаров. На это накладывается Брестский мир, по которому от России отходят наиболее развитые территории. Еще раньше мы теряем Финляндию, которую мы как бы добровольно отпускаем. Мы теряем Прибалтику, мы теряем Польшу, мы теряем большую часть Украины. И к концу весны 2018 года да, и мы теряем коалиционное правительство. То есть если поначалу это был там большевики и левые эсеры после Брестского мира говорят, что нет, значит, мы не согласны. И к концу весны 2018 года большевики оказываются, значит, с тем, что поддержка у них такая не очень хорошая. Предприятия закрываются, с вот этим вот рабочим контролем все оказывается сильно сложнее, чем они надеялись, с национализацией банков и вот с налаживанием такого глобального учета через банковскую сеть тоже все не очень хорошо. А, наверное, самое неприятное то, что из-за спада производства, вызванного частично войной и разрухой, частично тем, что самые развитые территории, там Донбасс, он вообще отошел от России. То есть он потом вернется, но это будет потом. Падает количество товаров, которые можно предложить крестьянам. То есть вот эта вот схема социализма коммун, когда все что-то делают и обмениваются, она подразумевает, что есть чем обмениваться. А тут получается ситуация, когда у крестьян есть хлеб, а в городах начинается голод. Там май 2018 года, это прошлый урожай весь съели, а новый еще вот до него надо дотерпеть. А предлагать крестьянам особо нечего. И вот здесь наступает вынужденный, но необходимый отход от дореволюционных идей, и начинается сползание в ту хозяйственную практику, которую мы сейчас знаем как военный коммунизм. Потому что формируются первые продотряды из рабочих, которые направляются в деревню для того, чтобы изымать излишки. Поначалу это не продразвертка, это изъятие излишков. Подразумевается, что можно посчитать какую-то разумную норму, сколько крестьянину нужно для того, чтобы кормить себя, кормить скотину, ну, себя в смысле семью, то есть кормиться самим, кормить скотину и семена на посадку следующего урожая. И вот излишек сверх этого дела можно у него изъять по фиксированным ценам, которые, понятно, там ниже рыночных, но пока не за бесплатно. Крестьяне сопротивляются, возникают комитеты бедноты в деревне, комбеды.
когда советская власть говорит: укажи нам, кто прячет зерно, и мы часть того, что он прячет, дадим тебе. То есть вот это вот остальное заберем сами, а ты получишь свою долю за то, что ты с нами сотрудничаешь. Понятно, что это очень сильно обостряет отношения в деревне. На это накладывается восстание Чехословацкого корпуса. И с начала лета 18 года страна сползает в полномасштабную гражданскую войну. И тут уже не до социализма, значит, там с коммунами или без, а тут уже начинается вопрос просто выживания. Карты на руках, честно сказать, плохие. Я бы даже сказал, очень плохие. Война, разруха, страна уже очень измотана Первой мировой, там, несколькими революциями и вот 18-м годом. Значит, снабжение в городах вот на грани голодного существования, договориться с крестьянами не получается, ну, то есть все плохо. И в таких условиях необходимо вооружать армию и снабжать ее всем необходимым, потому что голодный солдат воюет плохо. Военный коммунизм — это политика, причудливо смешивающая вот эти домашние заготовки и суровую необходимость. Я не отношусь к числу тех людей, которые говорят, что военный коммунизм — это вот реализация идей большевиков на практике, что это вот именно то, что они хотели сделать. Нет, потому что военный коммунизм — это политика, подчиненная одной единственной цели — выиграть гражданскую войну. Сделать это любой ценой, потому что на одной чаше весов у нас какие угодно издержки, а на другой чаше весов у нас насильственная смерть. Ну, то есть вот что угодно лучше насильственной смерти. Поэтому достаточно быстро заканчиваются вот эти идеи демократизма, что вот снизу выбираются там демократически выбранные ВСНХ, который просто координирует хозяйственные планы вот этих вот хозяйственных единиц низовых. Главным органом военного коммунизма, на мой взгляд, была комиссия использования ВСНХ, которая называлась так, потому что она использовала найденное добро. Поскольку было ясно, что вот как-то сейчас не те условия, чтобы развивать производство, надо было учесть все, что есть на складах, все, что осталось с прежней власти, и вот этими запасами распорядиться наиболее рациональным образом. Что такое наиболее рациональным образом? Это военное производство, это кормить рабочих военных заводов, ну а остальным что останется? Причем надо понимать, что поскольку фронты очень двигались, то была еще проблема, связанная с тем, что мы ресурсы какой-то области включили там, в среднесрочный план, там, краткосрочный план, а ее захватили. То есть у нас ситуация, когда мы по объективным обстоятельствам не можем составить никакую более-менее стабильную производственную программу, потому что ни один из факторов производства у нас не является стабильным. Поэтому отбили какую-то область, запускаем туда, значит, инвентаризацию. Выяснили, каких-то ресурсы там есть, быстро посчитали, кому сейчас нужнее. Кому сейчас нужнее, это на самом деле постоянные ведомственные склоки, когда на заседаниях Совнаркома или на заседаниях Совета труда и обороны происходит жуткая грызня за эти ресурсы, потому что каждый наркомат или каждый главка ВСНХ, а главки — это отделы ВСНХ, которые руководили отраслями национализированной промышленности. То есть, как правило, главк руководил какой-то отраслью, которая занималась производством чего-нибудь, ну, например, там главметалл. Вот они начинают доказывать, кому нужнее. Есть, понятно, там представители от военных заводов, есть какое-то общее понимание, что нужнее всего на оборонку. Но вот это не такой вот план, когда в тиши научных кабинетов заложили все расчеты там, в компьютер, который еще там в природе не существует, и получили такой научно обоснованный план. Не совсем так. У нас есть производственные программы, точнее говоря, у нас есть понимание технологий. То есть мы знаем, там, сколько металла надо, чтобы сделать винтовку. У нас есть какие-то запасы металла, которые мы наскребли там, по всей стране, где-то их нашли. И мы понимаем, что ну, вот из такого количества металла можно сделать такое количество винтовок.
При этом, поскольку ресурсов очень мало, то нам очень важно их распределять вот именно централизованно. Поэтому формируется хозяйственная система, в которой у предприятия, в общем, какого-то голоса собственного о том, что делать, как делать, нету. Центр дает предприятию ресурсы, предприятие обрабатывает эти ресурсы и всю продукцию сдает обратно в центр. То есть никакой хозяйственной самостоятельности. То же самое с деньгами. Значит, говорится, что у предприятия вообще не должно быть обособленного счета в банке. У него есть сметное финансирование, то есть его снабжает государство. И поэтому вот есть смета расходов, по этой смете предприятие снабжается, но вот никакого разговора о том, что вот оно там получило прибыль, эту прибыль использует как-то самостоятельно, ничего похожего нету. Опять-таки, не от хорошей жизни начинается натурализация зарплаты. Это что такое? Это значит, что у нас инфляция там сотни, тысячи %, и на те деньги, которые мы платим рабочим, они, по сути, мало что могут купить. И мы говорим, хорошо, мы будем вам выдавать зарплату натурой, по крайней мере частично. Вот вы работаете, за это мы вас кормим, мы вам даем мыло, мы вам даем спички, мы вам даем керосин. То есть очень такой базовый набор потребностей. И чем дальше, тем больше зарплата нужна не чтобы покупать вот эти там, государственные товары, а для того, чтобы торговать на рынке и что-то покупать у крестьян. В конце 2018 года выходит декрет о запрете частной торговли. Теперь любая частная торговля является незаконной. Она от этого, разумеется, никуда не исчезает. Но чем дальше, тем больше снабжение населения идет вот по таким централизованным государственным каналам, когда точно так же, вот если есть какое-то предприятие, которое производит товары там, народного потребления, ну я не знаю, керосиновые лампы, оно все эти лампы сдает в центр для распределения. Центр эти лампы распределяет по каким-то другим заводам. Есть некая условная цена этой лампы, условная, потому что эти лампы не продаются, мы не знаем настоящую цену этой лампы. И вот за эту условную цену эта лампа выдается рабочему какого-то завода в счет его зарплаты. То есть часть зарплаты ты получаешь там солью, спичками, мылом, лампами, чем-нибудь еще, а другую часть ты получаешь деньгами. Эти деньги тебе нужны для того, чтобы торговать с крестьянами на подпольных рынках и покупать там у них какую-то дополнительную еду. Чем дальше, тем больше крестьяне тоже понимают, что как бы, деньги перестают играть какое-то значение, и начинается такой бартерный обмен, когда ты вот эту лампу, которую тебе выдали на твоем заводе, ты ее начинаешь на этом же самом рынке обменивать, там, я не знаю, на поросячью ногу, грубо говоря. То есть это хозяйственная система, которая, с одной стороны, не стимулирует крестьян повышать производительность труда, потому что как бы все сверхнеобходимое у тебя отберут. То есть, да, тебе это отберут с компенсацией денежной какой-то, но эта денежная компенсация не имеет особого смысла. И одновременно это система, которая не стимулирует рабочих повышать производительность труда. Потому что, когда у тебя зарплата выдается вот такими биологическими нормами, она у тебя выдается не исходя из того, что вот ты как бы хорошо поработал, и мы тебе даем там не кусок мыла, а 2 куска мыла. Нет. Мы тебе по-прежнему даем 1 кусок мыла, потому что мы посчитали, что вот человеку там на месяц нужен 1 кусок мыла. То есть разрывается связь между выработкой и вознаграждением. Она остается такой вот чисто моральной, что вот если вы хорошо работаете, то белые не придут, потому что будет чем белых отгонять. Но вот это вот моральное поощрение, оно действует ровно до конца гражданской войны. Поэтому, когда там, в 2020 году на европейской части России гражданская война заканчивается, она вот как бы продолжается, там, тлеет на окраинах, но вот как бы в европейской части наступает какое-то там более-менее затишье, то тут же начинаются серьезное недовольство политикой военного коммунизма.